Самым узким городом в мире считается Яньцзинь, расположенный вдоль реки Наньси, провинции Юньнань в Китае. Долина реки – это единственное место, в котором можно строить здания. Остальная территория затрудняет строительство из-за сложного горного рельефа, поэтому исторический город увеличился не вширь, а в длину вдоль реки. Тянется Яньцзинь так на несколько километров, а при этом в ширину не достигает и 400 метров. В самом узком месте одну часть города от другой отделяет всего 30 метров. Провинция Юньнань занимает крайний юго-запад КНР, гранича сразу с тремя странами – Вьетнамом, Лаосом и Мьянмой. В ней есть и тибетские хребты высотой до 7 километров, и живописные холмистые долины, где для всего Китая выращиваются самые разнообразные цветы и расположены многочисленные чайные плантации. Юньнань – родина пуэра. Собственно, пуэр – это название одного из уездных, то есть районных центров провинции. Добыча полезных ископаемых, обслуживание гидроэнергетических объектов требовало постоянного присутствия людей, организации для них мест компактного проживания. Каньоны горных рек всегда выступали в качестве торговых путей в эпохе, когда человечество еще не научилось преодолевать такой рельеф с помощью сложных инженерно-технических сооружений, например, тоннелей и мостов. В стратегических точках таких ущелий, на перекрестках дорог или в местах, где реки можно было тем или иным способом форсировать, сами собой появлялись населенные пункты, при благоприятных условиях выраставшие даже в города. Таким образом возник город Яньцзинь. Яньцзинь, название которого переводится как «соленый брод», стоит на реке Нансихэ, недалеко от границ сразу 3 китайских регионов. Нансихэ впадает в реку Хонгха, на которой в свою очередь можно добраться даже до вьетнамской столицы Ханоя и далее до Южно-Китайского моря, а значит все эти каньоны являлись одновременно и важными транспортными коридорами. Достопримечательность города – горная долина. Это одновременно и его главная проблема. Инфраструктуре негде развернуться, поэтому экономика развивается здесь крайне медленно. Исходя из конкретного местоположения города и ширины доставшегося ему рельефа, у него было 2 варианта роста – в длину и в высоту, в результате которых населенный пункт и принял свой нестандартный внешний вид. Важные особенности Яньцзиня напрямую связаны не только с рельефом, но и с сезонными погодными особенностями. В Юньнане, как и во многих других тропических регионах, есть сезон дождей. В месяцы сильных непрекращающихся ливней маловодные в другие сезоны реки стремительно превращаются в бурные потоки, вызывающие наводнения и подмывающие склоны гор. Чтобы компенсировать такие флуктуации в высоте воды, большинство яньцзинских домов, особенно на первой береговой линии, построены на сваях, включая высотные. Впрочем, иногда и свай недостаточно. За всю историю Яньцзиня его неоднократно затапливало, причем порой с катастрофическими последствиями. В 1992 году для компенсации разрушенного и поврежденного жилья власти провинции профинансировали строительство нового городского района на чуть более отдаленной от Нансихэ площадке. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!